Цель сегодняшнего моей презентации действительно поговорить о цифровой экономике и о реальных деньгах. Потому что я человек приземленный, с одной стороны как бы ученый, с другой стороны как бы предприниматель, с третьей стороны управленец профессиональный. Поэтому я хотел бы именно говорить о цифровой экономике и где там реальные деньги, где их можно заработать. Итак, вопросы, которые мне часто задают: что же такое цифровая экономика? Что это такое? С чем это едят? Где мое место в этой цифровой экономике? Если там, допустим, человек торгует там мебелью, вот здесь у нас представители фастфуда находятся, да? Вот, где мое место здесь? Почему я должен вообще в принципе тратить деньги на какую-то цифровизацию? Вот. И на эти вопросы я сегодня постараюсь ответить. Итак, с первого вопроса. Что же такое цифровая экономика? Цифровая экономика – это новая система управления всеми ресурсами всех хозяйствующих субъектов с помощью интеллектуальных вычислительных систем цифровых платформ. Ключевые слова: новая система управления. Целью цифровой экономики является управление всеми ресурсами, абсолютно всеми. Инструментом является цифровая платформа. Данное определение я считаю наиболее правдивым. Почему? Потому что я ее написал в своей докторской диссертации. Поэтому я как бы стою именно на этом определении. Потому что если мы глянем на все определения, которые идет в Википедии, транснациональные компании, наше правительство, то, о чем говорит, они все говорят о технологиях. Но технологии — это просто инструменты. А я говорю про систему управления. Потому что как предприниматель, как управленец, я всегда считаю, мое твердое убеждение, что управленец получает тот результат, под который настроена система компании. И тот бардак, в котором мы живем, в той нищете, абсолютное большинство россиян живет, это система управления. Но не будем здесь говорить про политику. Итак, если вы не идете по пути цифровой трансформации, то, как здесь вот на слайде показан больной, вы пока еще здесь, пока, но вас скоро здесь уже не будет, если вы не примете конкретных мер. Именно конкретных мер. Не пойдете по пути цифровой трансформации. На примере таких компаний, монстров, как Kodak. 95-й год. Когда было сформулировано первое понятие цифровой экономики. Вот, именно в 95 году. Компания Kodak обработала 500 миллионов фотопленок за 1 год. Они тоже думали, где цифровые технологии, где мы. Вот ведь фотографии — это в первую очередь химия, оптика, сложное оборудование. На сегодняшний день нет установок Kodak. Нигде. Раньше их было очень много. В любые там бизнес-центры заходишь, магазины крупные, там всегда стояли проявочные станции, еще что-либо, куда мы сдавали пленки. Ну, такие компании, как Facebook, Instagram, Pinterest, загружают миллиард фотографий на сегодняшний день в 1 день. Миллиард. Это фантастические цифры. То же самое, если мы возьмем сферу Нарека. Я останавливаться не буду здесь. Мы все пользуемся букингом и другими приложениями. И мы это видим вокруг себя. То же самое, уже хрестоматийный случай, это таксопарки. Вот. Автобусные парки, они пока еще живы, они пока еще здесь за счет государственной поддержки. Вот. Ну, по крайней мере, у нас в Российской Федерации. И не съедены Блаблакаром. Но это тоже ненадолго. То же самое, если мы возьмем там книжные издательства. Да, книги покупают. Лично я покупаю книги, потому что мне
нужно, чтобы она была живая. Именно живая. Мне приятно читать книгу, делать пометки какие-либо. Но я смотрю на молодежь, подрастающее поколение, они все в смартфонах либо в планшетах. То есть это тоже умирает, к сожалению. Далее. Для таких игроков, как Uber, Amazon, Facebook, придуман специальный термин – экспоненциальная организация. Рэй Курцвелл и компания, вот, они именно первые дали такое определение – экспоненциальная организация. Если посмотрим определение из Википедии, что же такое экспоненциальная организация, коротко ЭКСО, да? Это организация, которая оказывает несоизмеримо большее воздействие или либо обладает несоизмеримо большей продуктивностью по сравнению с другими аналогичными организациями. Это определение Википедии. Суть в чем? Экспоненциальная организация. Это она работает по второму закону Ньютона. Чем меньше масса, но больше ускорения, да, тем больше сила приложения. Мы все знаем второй закон Ньютона. И самое интересное, что такое масса? Это ресурсы компании, да, это масса, да, а ускорение это автоматизация. И вместе мы получаем экспоненциальную организацию. И главная здесь тема, что они подходят к бизнесу не что делать, да, там говорится, а как делать. Они парадигму как полностью изменили. Абсолютно все. Как они это делают? Ну, первое, то, что мы наблюдаем, они никогда не ошибаются. Вот. Они не выпустят на рынок продукт, который никому не будет нужен. То есть они никогда не выпустят такой продукт. Они знают абсолютно все про конкурентов. Они никогда не опаздывают. Как это им удается? Вот. Конечно, если обратиться к консалтингу с мировым именем, да, там, в первую четверку, да, и заплатите им денег, они будут рассказывать про технологии. И не только про технологии, такие как большие данные, интернет вещей, там, блокчейн, роботы и так далее. Они только будут говорить про технологии. Я же совершенно бесплатно говорю другой ответ. Нет. Да, технологии играют ключевую роль. Главное здесь именно система управления. И в сегодняшней презентации я некоторые моменты приподниму. Итак, как они себя страхуют от ошибок? Самое главное – это сквозные бизнес-процессы. Абсолютно сквозные бизнес-процессы. Мы все видим мобильное приложение Яндекс Такси, например, да, там Uber. Мы видим только приложение, но никогда многие из вас не задумываются, а что же за этим красивым приложением стоит, удобным, таким как, допустим, есть там Тинькофф банк, Райфайзен, Сбербанк. Удобные мобильные приложения, мы все ими пользуемся, того либо иного банка, все мы пользуемся такси, но это абсолютно четко смоделированная модель, описанная в конкретных алгоритмах, бесшовных алгоритмов, которые заставляют, соединяют и заставляют всех людей двигаться. Вот самое главное, это сквозные бизнес-процессы. И я всегда говорю, что новая парадигма управления в цифровую экономику, когда главное не лидерские качества получаются, а главное получается
во главу выходят именно управленцы алгоритмики, те люди, которые могут создать виртуальную модель сквозных бизнес-процессов. Как они управляют рисками? Они полностью мониторят всю внешнюю среду и учитывают ее влияние на все бизнес-процессы. Если мы нарисуем замкнутую модель управления, классическую, мы видим объект управления, субъект управления, управляющее воздействие, результат, обратная связь и так далее. Но если мы нарисуем идеальную модель, например, как это достаточно общей теории управления, из концепции общественной безопасности, там, я считаю, это наиболее грамотная модель управления сформулирована, но там 2 пунктов только еще не хватает, то мы увидим множество факторов. И экспоненциальные организации и все это учитывают, они именно эту модель закладывают в алгоритмы. И поэтому они видят всю внешнюю среду. И дальше по 7 функциям управления, мы на этом не будем останавливаться, это тема отдельного, как говорится, доклада. Вот, они приходят к конкретному результату. И это очень здорово. Почему они всегда делают все вовремя? Да потому что там исключен человеческий фактор. И именно исключение человеческого фактора, исключение ошибки, все делает алгоритм. Это называют искусственным интеллектом. В Академии наук я посмел выступить в то, что идет подмена понятия искусственного интеллекта. Да? На самом деле это просто экспертная система. Нет понятия, это не искусственный интеллект, это экспертная система. Есть возможность, это опять отвлечение, да, построить искусственный разум, но здесь мы тогда за основу. Такие мозги, конечно, как Перельман, в состоянии решить эту задачу, Перельман, Фридман, вот, решить эту задачу. Это искусственный разум, но в базисе должно быть, чтобы вы думали, 1024 букв про языка нашего. Но мы тоже, это отдельная тема. Итак, почему они делают все вовремя? Потому что у них все идет по плану, там нет человеческого фактора. За счет чего-то получается. А, кстати, здесь презентация не та. Ну ладно. Тут нет ключевого слова. Что дает цифровизация? Она дает единственное понятие, это прозрачность. Именно прозрачность. Прозрачность это складывается из сквозных бизнес-процессов, мониторинга внешней среды, исключения человеческого фактора. И поэтому не важно, чем вы занимаетесь, важно как. Причем это совершенно не важно, какой бизнес, машиностроение, ритейл, там, частный предприниматель по оказанию каких-либо услуг. Абсолютно не важно. Главное, как вы это делаете. Вот это самое главное. Ну и на последний вопрос, то, что я хотел ответить, да, почему я должен тратить деньги на цифровую трансформацию? Потому что это единственный шанс преуспеть сегодня. Либо ты становишься экспоненциальной организацией, либо тебя просто вытесняют на обочину бизнеса. И это правда. И никуда мы от этого не денемся. Поэтому вспоминаем слайд с больным. Вы пока еще на этом свете, но за короткий период времени все может измениться в обратную сторону. Итак, в качестве там рекламы, я не мог мимо этого пройти, да. Мы знаем как, моя команда знает как войти в цифровую эпоху. И мы отвечаем всегда за результат. У нас 3 составляющие. Результат проекта, мы четко говорим, сроки проекта и бюджет проекта. И мы готовы
провести данную работу. И ремарка там, то, что мы деньги всегда берем, когда все эти три параметра сходятся. Итак, я закончил презентацию, я специально сократил ее, презентацию, чтобы не засорять ваш мозг, потому что я всегда за интерактивное общение, и те 10 минут, которые у меня остались, я думаю, Андрей, возражать не будете, вот, я готов ответить на вопросы. Юрий Иванович, вы гений. Благодарю вас еще раз, пожалуйста. Я хочу вам сказать, что просто так докторов экономических наук не дают. Во всяком случае, в нашей стране точно. Вот для меня очень важно вот это было понять, потому что полностью совпадает с моими взглядами. Я, многие знают, недавно стал одним из крупных акционеров такой компании, как Fix Price. Написал для них мощнейшую программу. Вот сейчас взаимодействую с руководством, с собственниками этой компании. Потому что вроде такое скучное, унылое Fix Price, 5000 магазинов самых дешевых товаров. Ну как вы считаете, можно сделать экспоненциальную кампанию, взяв это за основу и сделав мощный прорыв куда-то в будущее, чтобы она не осталась как кодек у нас в памяти? Вот был такой Fix Price с такими дешевыми магазинами, и их уже нету. Можно это сделать? Конечно. Конечно, не просто можно, а нужно это сделать. Сергей Ломакин, ты слышишь, это можно сделать. Однозначно, я здесь полностью поддерживаю и отвечаю за свои слова. Это нужно делать, потому что, по большому счету, мы, предпринимательский класс, никому не нужен. Мы вступили в эпоху госкапитализма, как ни крути. Потому что более 70% оборота все равно дает госсектор, госкорпорации и госсектор, да. И не за горами тот момент, когда бизнесу будет уже меньше 20%. Поэтому мы вынуждены все равно выживать. Юрий Иванович, вы очень правильно сделали замечание. В Америке 70% трудоспособного населения работают в малом бизнесе. У нас только 20%. А я считаю, что как раз движущая сила России, движущая сила реформ, это как раз малый бизнес. Это главное. Это не обсуждается. Ведь еще Макиавелли сказал, что самая лучшая крепость, если она выстроена на любви народа. Это самая мощная крепость. А что такое малый и средний бизнес? Это средний класс. А его у нас нет. У нас идет мощнейшее размытие в этом плане. Мы опять в политику ушли, потому что экономика это концентрированное выражение. То есть политика это концентрированное выражение экономики. Это не я сказал, это либо Карл Маркс, либо Ленин. Мы же с вами пытаемся спасти власть и сделать ее лучше. Мы подсказываем рецепты, как сделать, чтобы каждый гражданин нашей страны был богатым и жил счастливо. Для этого есть множество инструментов, кстати, разработанная нашим коллективом метасистема упреждающего управления экономикой, где я пытаюсь донести до власти, как моментально вводить деньги, то есть заплатил за литр бензина и моментально в экономику вливается, грубо говоря, от 50 рублей, 20 рублей тут же снова вливается в экономику. И мы это показываем механизмы, но, к сожалению, пока безрезультатно. Не могу похвастаться здесь результатами. Но, как бывший офицер, вижу цель, не вижу препятствий. Работаем дальше. Я хочу сказать, что если бы в Советском Союзе Юрия Ивановича призвали бы, да, и вот смотрите, из-за чего разрушился Советский Союз. Там было, понятно, огромное количество противоречий, но я прекрасно помню, когда купить «Жигули» можно было бы по цене в 2 раза дороже рынка. Ну, условно, государственной цены, да? Когда за мебелью люди стояли годами в очереди. Когда колбасу копченую можно было взять, только если ты знал директора магазина. И даже я помню прекрасно, это уже при Горбачеве, табачные бунты, когда у нас там у метро Автозаводская райком партии перегораживали рабочие ЗИЛы, потому что нечего было курить людям. Вот если бы вы все просчитали, сколько нужно, может, не один завод вас надо было построить, а 10. Значит, табачных фабрик побольше.
И Советский Союз, может, как Китай, сейчас жил бы, и мы бы жили в другой стране бы. А здесь, кстати, великий ученый Николай Ведута, его дочь Елена Николаевна Ведута сейчас в МГУ работает, именно создали модель кибернетического межотраслевого баланса. К сожалению, он не был принят ЦК КПСС, не был принят, потому что это бы изменило бы ход истории, и мы сейчас жили бы, наверное, в другой стране. И самое главное, второй момент, было нарушено, чтобы экономика развивалась грамотно, красиво и была мощной. Вот. Необходимо соблюсти 4 вида собственности. Личная собственность, частная собственность, общественная и государственная. Это должен быть четкий баланс. К сожалению, там было уничтожено, после Сталина была уничтожена частная собственность. Что бы ни говорили про Сталина, а частная собственность, артели, они давали, вдумайтесь, 38% ВВП. 38%. Я был в шоке от этого. А сейчас цифровая экономика. Я не зря дал определение, потому что это ключевое определение. Почему? Идет покушение на частную, то есть не на частную, а на личную собственность. Когда подрастающего, неокрепшего поколения ему формируют систему ценностей, систему взглядов, принципов. Потому что не мы управляем своей жизнью, а наши принципы, заложенные в нас, управляют нашей жизнью. Вот где проблема. Но ее можно поставить, чуть-чуть изменив алгоритмы, например, система социального рейтинга Китая, где она направлена на то, чтобы там штрафовать, там, наказывать, там, ограничивать. А чуть-чуть изменив алгоритм, систему социального рейтинга, человека можно, наоборот, поднимать. И сейчас мы находимся в той точке, либо мы скатимся, как сказала Наталья Касперская, в цифровое рабство, в цифровой концлагерь, да? Это определение от нее впервые услышал, не знаю, кто сказал, но я услышал от нее. Я не люблю чужие мысли присваивать, поэтому всегда цитирую то, где что услышал. Вот, либо мы будем действительно развиваться, идти вперед. Ведь не зря же, как говорит, человек создан по образу и подобию Божьему. И одна из моих работ называется «Звонок Богу». Вот. То, что Рэй Курцвелл сказал, то, что нас ждет экспоненциальный рост, я терпеть не могу, скажем так, англосаксов, да, но это единственный человек, которого я уважаю, потому что те прогнозы, которые он дает, выразиться-то хочется по-армейски, да, вот, совпадают у него всегда. И то, что он дает прогноз, то, что экспоненциальный рост технологически начнется в 29 году, я это вижу. А представьте, цели нашего правительства до 30-го года, то есть мы уже сейчас ставим цели на 30-й год, мы уже проиграли. Уже проиграли в глобальной гонке, потому что прежде чем начнется экспоненциальный рост технологический, должен быть экспоненциальный рост экономический. И главное, понять роль и место человека в новом гибридном мире. Юрий Иванович, вот вы сказали, что Политбюро СССР не услышал академика Ведуту, и отчасти, возможно, крах Советского Союза и был предопределен. А наше Политбюро вас слышит? Нет. Мало того, после моего выступления в Госдуме меня зачистили всех списков экспертов. Сказали, чтобы этого лысого сюда не пускать. Я вам дам совет, чтобы вас услышали, вступайте в общероссийское движение предпринимателей, куда уже вступило более 400 тысяч человек, и каждый день вступает 1000, 2, 3. И я вам обещаю, что нас услышат. Потому что мы с вами, я четко вижу, патриоты России и переживаем за будущее нашей страны. Спасибо. Хочется узнать, а есть микрофон в зале?
как я привык, чтобы есть, да? Так, ну, микрофона в зале, оказывается, нету все-таки. Потому что вопросы, конечно, знаете, мощно. Я понимаю, что вы очень контурно и точечно, да, потому что в силу отсутствия большого количества времени обозначили, но это мощнейшие серьезные проблемы. Так, кто хочет? Да, пожалуйста. Добрый день, Липатова Наэля. Юрий Иванович, очень хорошее выступление, спасибо большое. Я как тот человек, который не в цифровизации, так как являюсь издателем журнала печатного, вот хотела бы и вопрос задать вам как ученому. Бизнес-процессы, цифровизация, все хорошо, но все это строится на умах людей. Ну, нельзя выстроить там тот же бизнес-процесс технологический в банковской системе, не имея знаний, опыта, навыков работы в банковской системе. Как вы думаете, подход обучения нынешних студентов, он соответствует вот этому уходу, трансформации бизнес-системы, экономики в цифровую эпоху и так далее? Достаточно ли подготовка студентов в профессиональных вузах с учетом, что им нужно навыки иметь, чтобы выстроить бизнес-процессы, и тех предметов, которые им преподают? Спасибо. К сожалению, та подготовка студентов, которая идет сегодня, она не выдерживает никакой критики. Для примера жизненного. Я являюсь собственником IT-компании. Всегда люди ко мне приходили 3, 4, 5 курс. Это было до 2007 года. Я даже помню 2007, когда мы последний раз взяли студентов, у меня 2 офиса Пермь, Москва, из Пермского политеха был последний студент. И из Бауманки мы тоже всегда брали, но из Бауманки, по-моему, в 2005. Пермский политех был последний, единственный студент в 2007 году. Почему? По одной простой причине. Закончив высшее учебное заведение инженерное, элитных вузов, ведь Бауманка всегда славилась подготовкой профессиональных инженеров. Но инженерная школа разрушена не только в России, но и во всем мире. Нету сейчас подготовки, к сожалению. И та тематика с локдаунами, с ковидом, вот эта истерия, ну, на самом деле, я считаю, это просто разрушение внешнеэкономических связей во всем мире. Там, это опять мы в политику уходим. Абсолютно уходим в другую стезю. Мы не будем опять про это говорить. Вот. И то, что студентов пересадили в онлайн, мы получим дебилов. В полном смысле этого слова. Именно дебилоидов, которые ничего не смогут создать. Вообще ничего. В полном смысле этого слова. Плюс, опять же, как я говорил, не мы управляем своей жизнью, а наши принципы. Какие принципы заложены в молодежь? Эгоцентричные. Он пуп земли. Все должно крутиться вокруг него. А как должно быть? Потому что если во главе стоит атомарная личность «я», то ты ничего не сделаешь один. А если мы, это уже сила. А если все парадигмы перейти, весь мир, это совсем уже другая тематика. Ну, здесь философствовать я тоже могу долго. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Есть еще вопрос в зале? Да, есть. Если можно, да? News.ru, корреспондент. У меня вопрос такой к спикеру. Значит, выигрывает в конкуренции те популяции, у которых развитый элитный слой, можно так сказать, или там аристократический слой, дворянство некое.
Мы понимаем, что в России существуют проблемы с политической аристократией, с политическим дворянством. Это слой маленький, даже глядя по Москве, как бы, здесь просто в интеллектуальном плане тут достаточно скучно, нечего делать. Массы, они во всех странах, что в США, что в Германии, что в Англии, они примитивизированы. Но элитный слой в Европе и в Штатах все-таки больше в процентном отношении, чем в России. И если более-менее понятно, что не умеет российская политическая аристократия, то у меня вопрос к вам такой. Чего не умеет российская цифровая аристократия, нарождающаяся? Некие такие аристократы в первом поколении, которые их можно, в общем, выключить, выдернув шнур из розетки. Аристократов в первом поколении не бывает. Приходится вот так, как Мюнхгаузен, тащить себя самих из болота, завода сюда, то есть становиться аристократами, потому что если у вас вот нет этого цифрового дворянства, вы будете на задворках как бы. Вот эти гардемарины, которые бегают, там, их обманули, да, они помогают Бестужеву, там, им кажется, что Бестужев более русский. Они там вредят Листоку, помогают Бестужеву, но сами не понимают ничего вообще в политике. Вот у нас этих гардемаринов достаточно много, они там в спецслужбах на нижних этажах, на слепых уровнях. Это вопрос? Вопрос или такой, доклад? чего не понимает российская нарождающаяся цифровая аристократия, по-вашему? Ответ очевиден. И он, если заглянете в интернет и набьете, что же такое цифровая экономика, вам вывалится, что такое цифровая трансформация, что такое цифровая платформа, вам вывалится огромное количество терминов и определений. И здесь начинается бардак, потому что нет единого понятийного аппарата. Когда правительство во главе больших чиновников, и самый главный у нас по цифре в России, это товарищ Чернышенко. Внимание, вопрос. В 2021 году я готовил одну из научных статей, и я посмотрел термины и определения нашего первого, самого главного цифровизатора. Он переобулся за 1 год, за 2020 год, с момента, когда его назначили, и до все выступления, которые я посмотрел, 4-жды. Причем 2 определения противоречили друг другу. О чем можно говорить? А то толпа консалтеров, которые считают, что они цифровизаторы, я их обычно называю инфо-цыганами. О, прозвучал страшный термин, инфо-цыгане. А почему Все инфо-цыганами? как я их не люблю. Потому что они вводят людей, опять по-армейски знаю, как сказать, можно скажу по-армейски, в блудняк, да? В полном смысле этого слова. Они только хаос в голове у людей порождают. Потому что я всегда начинаю, и любой ученый, любой человек, который связан с образованием, он всегда должен четко дать понятия, определения, термины. И тоже в том числе как управленец, чтобы мы все говорили, как на одном языке, ведь термины и определения, что это такое? Это камертон, под который настраивается вся система у нас по сей день. Формулировка Ростелекома одна, Минцифры другая, в Ростехе третья. А если мы почитаем стратегии по цифровой трансформации таких компаний, как Газпромнефть, Россети, госкорпорации, без слез же не взглянешь. Когда ты читаешь и говоришь, какой дебил это писал. То есть по-солдатски всех выстроить, и тогда порядок будет, да? Конечно. Четкость и определенность во всем. Я понял. Именно, чтобы не было многозначной трактовки. Однозначная трактовка должна быть. И тогда будет действительно порядок. А все, с чего начинается? Опять же, статья 10 Конституции нашей Российской Федерации, статья 13 Конституции нашей Российской Федерации. Корень зла там. Что? Аристократия зарождается. Это при меритократии, к вашему сведению. А то, что сейчас патриоты, это патриоты по неволе. У нас в государстве сидят, то, что им свалить некуда.
Они в списке Магнитского сидят. Поэтому они вынуждены здесь сидеть и что-то делать. Ну, как-то плохо получается. Как я уже сказал, определение. То, что управленец получает тот результат, под который заточена система. Государство, организации. Вот и все. Вот он результат нашего управления. Выйдем на улицу, замкат, выехали и увидели. Добрый день. Дионис Попов меня зовут, импортер. Ну, раз заговорили про Сталина, надо и про Родину. Смотрите, вы говорите, что у нас нет бизнеса маленького. Он есть, но его недостаточно. Так значит, нет идеологии. А как продвинуть идеологию маленького бизнеса? Так вот, я для этого создал общероссийское движение предпринимателей, которое в этом году вступит, я уверен, более 2 миллионов человек. Вот мы и формируем идеологию малого бизнеса, идеологию реформ, которые нужны для того, чтобы любой человек, который хочет много работать, мог много зарабатывать. Чтобы у него не отнимали все, что он заработал. Да на самом деле у нас неплохая налоговая система. Она гораздо лучше, чем европейская. Просто недостаточно его продвигают. И вся проблема, когда мы говорим про Сталина, вот тогда была идеология. Чего сейчас нету? Народ не знает, куда стремиться. Народ не знает, как дойти до этого. Так вот, надо как-то объяснить, как можно пользоваться этими механизмами. Я готов ответить. Пожалуйста. Как я уже сказал чуть ранее, вот то, что вы говорите именно про статью 13 Конституции Российской Федерации, где у нас запрещена идеология. У нас должен присутствовать плюрализм мнений. Вот он корень зла. Это только может быть это только относится к колониальным государствам, когда нет своей собственной идеологии. Мы с вами говорим об одном языке, на одном языке. Плюс то, что вы говорите про поводу налогообложения. Да, действительно, если взять в абсолютных цифрах, действительно у нас может быть где-то получше. Но мне все-таки импонирует транзакционное налогообложение, когда все в равных условиях. Когда эта толпа бездельников, там порядка 250 тысяч налоговой инспекции, плюс, потому что я их считаю УПГ, в полном смысле этого слова, в том виде, в котором они сейчас работают. Это классическое УПГ в связке со Следственным комитетом, в связке с АБЭПом. Почему? Потому что я туда как на работу хожу. Постоянно. Мне постоянно пытаются что-то инкриминировать. То 199-ю статью, то 59-ю статью, то еще что-нибудь туда прикрутить. Да, я побеждаю их. Но я не занимаюсь делом. Я трачу очень много времени на черти знает что. И поэтому модель транзакционного налогообложения, внедрив ее, это даст мощнейший скачок малого среднего бизнеса. Даже если оставить статью 13 Конституции в том виде, как она есть, но сделав транзакционное налогообложение, мир поменяется. Действительно, экономика взлетит. Но кто консультирует нашу налоговую инспекцию? Главный консультант, вы в курсе? Если мне память не изменяет, то это КПМГ. Не наши российские ученые, а КПМГ. Может, там корень зла? Опять же. Юрий Иванович, вы со свойственной вам гениальностью затронули очень важные вопросы. Насчет налогообложения. Мало кто догадывается о том и не знает, что в Америке предприниматели платят налогов в 3 раза меньше, чем российские. Это легко посмотреть, если взять ВВП и долю налогов в ВВП. Это сразу видно. А нам нужно ориентироваться на те страны, которым нужно развиваться. Мы на 117-м месте по темпам роста ВВП в мире. Кстати, вот я сейчас прорабатываю свою систему налогообложения. Мне кажется, она должна быть настолько простой,
чтобы было не нужно иметь вообще бухгалтеров, Однозначно, только чтобы за. не нужна была налоговая, это условно 5% с оборота. Ну, с любого платежа 5%. И все. И туда включая и пенсионные, и социальные, и так далее, и так далее. И в наше время я удивлен существованием пенсионного фонда. Зачем эти мраморные дворцы, когда можно просто на Сбербанк возложить функции пенсионного фонда, и он будет отчислять эти деньги. Там будет сидеть 100 программистов, которые, кстати, уже есть. Не надо даже новых брать. Сбертех. Там Да. у них есть. Друзья, давайте поаплодируем Юрию Ивановичу.